Стая идет по пятнам света и тени, будто сама судьба выбросила ее из обычной жизни и поставила на краю дороги между лесом и городом. Щенок с шерстью цвета осенней листвы прятался на обочине лесной дороги, где трава еще пахла сыростью, а воздух был холодным и острый, как стекло. Ему было не больше нескольких недель, и мир казался таким же большим, как Вселенная, бесконечным, полным опасностей и неизвестных тропинок. Он сидел, прижавшись спиной к мокрой коряге, и думал, как же он здесь мог оказаться. В памяти мамы и теплого молока еще светились приятные, осторожные прикосновения, и каждая минута, проведенная вместе, звучала как песня. Но сейчас все это осталось за спиной. Щенок зажмурился, как будто этим жестом можно было закрыть глаза на то, что произошло. Машина, рычание двигателя и резкий запах бензина — все это ушло в прошлое вместе с обычной безопасной теплотой материнской шерсти. Одиночество стало его новым домом, и каждое мгновение приносило новую порцию тревоги. Он пытался запомнить, как пахнут лапы матери, как звенят капли росы на листах во время дневной прохлады, как шумит ветер в ветвях. Но сейчас у него был только стальной холод дороги и холодный холод леса, который проникал к нему в кость. В первый день его существования в этом мире он почувствовал, как страх пронзает грудь и сжимает сердце. Лес шептал шорохами и тенями, словно предупреждал: здесь живут не только птицы и звери, но и люди, и машины, и неожиданные встречи, которые могут привести к концу. Щенок сделал шаг вперед, потом еще один, и снова остановился. Ему было страшно, но двигаться было нужно, чтобы найти пищу, воды и безопасное место, где можно было бы переждать ночь. Полночь, а может уже рассвет. Небо над лесом все еще держало темноту, когда щенок ощутил запах дыма и далеких голосов. Это был первый знак жизни после ночи одиночества. Он медленно собрался с силами и пошел туда, откуда в какой-то момент стало понятно, что живое существо может найти тепло не в легкой улице, а в окружении других существ, способных оказать помощь. Вскоре он увидел огонек, маленький, едва различимый, но все же теплый. Мелкий огонек костра в заброшенном дворе, где люди согревали руки и общались на грани усталости. Он подошел ближе, останавливаться не стал, пока не почувствовал, что тепло огня укоренилось в его сердце. Рядом сидели люди, которых щенок не мог понять. Они говорили не о нем, и все же само присутствие людей вокруг костра дало ему шанс на лучшее завтра. Но ночь не отпускала. В темном дворе, под тенью забора, щенок услышал шаги, неспешные, спокойные. Его сердце поднялось в груди, когда к костру подошел мужчина, держа в руках кусок хлеба. Он протянул его щенку, и мигом в душе появился тусклый огонек благодарности. Щенок осторожно подошел и взял лакомство, не доверяя сразу, но и не уходя прочь. Он понял, что не каждый человек — враг, и что иногда можно получить немного тепла и пищи без опасений. Ночью он снова остался один, но в памяти у него уже вырисовалась идея, что не все так безнадежно, как казалось на первый взгляд. Утро наступило с шумом и суетой города. Щенок вышел на улицу Мейплвуда и сразу ощутил разницу между лесом и человеческим обществом. Дома, дымящие трубы и яркие окна — все это дразнило и манило, но одновременно отталкивало. Женщина в цветастом платке поспешно прогнала его, назвав блохастым и решив, что он и так унесен к себе. В ответ щенок нашел тайное убежище в старой картонной коробке под лавкой в парке. Там было темно и сухо, и он почувствовал, как дыхание становится спокойнее,
хотя страх все еще держал после каждого шороха. Ночь снова принесла тревогу. Щенок думал, что он может прятаться внутри коробки и все еще находиться в безопасности, но темнота скрывала больше, чем он мог себе представить. В темноте он услышал шаги. Не людей, а голоса и металлический скрежет. И вдруг понял, что это мужчина с фонариком. В голове мелькали образы матери, ее теплое молоко и запах трав, но теперь перед глазами был холод коробки и запах сырости. Он просыпался и снова чувствовал, как одиночество сжимает его грудь, но искра надежды все еще жила внутри, как маленький огонек, который нельзя потерять, даже когда ночь кажется бесконечной. На рассвете город просыпался. Автомобили гудели, дети пели издалека. Щенок выскользнул из укрытия и начал движение по улочкам, прижавшись к заборам, чтобы не попасть под копыта людей. Ему хотелось найти еду, но он еще не знал, где ее искать, и запахи становились его компасом. Он нашел рынок и уловил аромат жареной курицы, который заставил его сердце трепетать. По краю рынка сидела пожилая женщина и прогнала его, дерзко крича, чтобы он уходил. Но щенок не сдавался. Он нашел укромное место за магазином, в мусорных баках, и там нашел то немногое, что могло спасти его в этот день. Дни сливались в одно серое пятно. Он спал где попало, и иногда удача отдавалась ему сладко. Крошечная кроха хлеба, старая ветчина, крошечная часть торта, унесенная ветерком от кухни людей. Людей он встречал все реже и реже. Они шли мимо без внимания, или же жестоко отталкивали и прогоняли его. Однако стая собак в один из дней стала той самой светлой нитью, которая могла связать его с чем-то большим, чем просто выживание. Ему повезло, он встретил их, но не враждебно. 8 собак в переулке смотрела на него тяжелыми глазами, но не нападала. Щенок чувствовал страх и слабость, и все же в глубине сердца сквозь страх прорывалась надежда, будто кто-то может принять его, помочь стать сильнее. Серая собака, самая старая и мудрая из этой 8, подошла к щенку очень бережно. Ее язык был мягким, и она лизнула ему носик, как мать лизнула бы щенка. Старый пес улегся рядом, и его ровное дыхание стало якорем, который не позволял щенку снова улететь в бездну одиночества. Именно она была теми первыми словами повседневного тепла, которые зашептали щенку: «Здесь можно быть принятым». Она не требовала от него неземной мудрости, просто подсказала, как жить рядом с другими, как не забывать о тепле и безопасности. Стая начала делиться. Худой пес протянул щенку корку хлеба. Они молчали, но их молчание казалось важнее громких слов. Это было взаимное доверие, принятие и готовность к совместной жизни. Щенок начал понимать, что они не просили его стать своим, они позволяли ему быть и учиться жить рядом, не причиняя боли. Ночью они уходили, но щенок редко оставался один. За ним кто-то приглядывал, иногда серый, как луна, иногда как теплый огонь в заброшенном дворе. Он чувствовал страх и надежду, и эти 2 чувства вели его по миру. Мир, где не каждый человек добр, но где стая может стать наставником, домом и семьей. Зима приносила холод, но стая находила укрытие и делилась теплом. Старый пес умер, оставив щенка с тяжелым голосом памяти о том, что смерть не чужда даже самым близким друзьям. Однако Серый вел паству вперед. Его тепло и спокойное дыхание стали для щенка тем волшебством, которое сохраняет жизнь в самых суровых условиях. Весна пришла с новыми надеждами. Щенок вырос вместе со стаей, стал учиться обходиться с людьми, учился прятаться от чужих глаз
и искать еду там, где ее можно найти. У реки он увидел свое отражение и понял, что стал частью стаи, не просто одним существом, а членом сообщества, которое держится вместе ради взаимной защиты и поддержки. Каждый день, каждое утро, каждая новая встреча с людьми и опытом становились уроками. Щенок учился, как двигаться, чтобы не мешать стае, и как приносить пользу, чтобы не потерять доверие. Он учился шуму города и его ритму, и понимал, что не всякая встреча с людьми должна быть угрозой. Встреча с мужчиной у костра стала одним из самых ярких моментов. Он увидел щенка и дал ему хлеб, и щенок почувствовал ласковую надежду на светлое будущее. Он начал верить, что мир не так суров, как он думал, что в нем есть место теплу и дружбе. Так стая и щенок стали одним целым. Они вместе шли по пустырям и паркам, они вместе прятались от дождя под крышами полузабытой застройки и вместе учились выживать в огромном мире. Они учились находить еду в мусоре, если нужно, и они учились не бояться людей, если они не являются угрозой. Щенок внезапно понял, что страх — это не враг, а спутник на пути к мудрости. Он стал сильнее, увереннее, и в его глазах стал виден не только испуг, а и тьма, которую можно превратить в свет. Конфликт с черным кобелем стал испытанием, которое он прошел вместе со всей стаей. Черный кобель угрожал им, но щенок, впервые почувствовав себя защищенным, защитил серую собаку и рычал, как взрослый зверь. Это мгновение изменило его. Он понял, что он не одинокий, и что может стоять за тех, кто стал для него опорой. Стае потребовалось понять, что теперь они руководят не только инстинктами, но и чувствами, и это делает их сильнее. Зима вернулась еще раз, и с ней пришла смерть старого пса, который давал щенку ощущение безопасности и тепла. Щенок почувствовал пустоту и грусть, но именно эта утрата сделала его еще больше привязанность к тем, кто остался. Серая собака продолжала вести стаю вперед, и ее тепло и смирение стали символом силы для щенка. Весна принесла новые возможности, и парень, ставший собакой, понял, что стая — это не кровь, а взаимопомощь, поддержка и любящее сообщество. Он увидел свое отражение в воде у реки и понял, что он стал частью великой и важной истории. Его сердце бьется теперь в ритме стаи. В нем вспыхивает огонек, словно звезда, и он знает, что больше не один. В его душе больше не живет безысходность, а живет уверенность и тепло, которое дает ему возможность быть полезным и сильным для тех, кто рядом. Стая стала его домом, и он стал ее частью и охраной, и от этого ему стало спокойнее дышать, чем когда-либо ранее. Он знает, что дорога впереди не всегда будет гладкой, но он готов идти за своей семьей, в которой каждый готов поддержать другого. И вот, когда наступает новый день, щенок просыпается вместе со своей стаей. Среди них рядом та самая серая собака, которая когда-то дала ему почувствовать себя защищенным. Она улыбается ему своим спокойствием и терпением, и щенок, наконец, понимает, что она больше не просто часть знакомства. Она мать надежды, напоминание о том, что мир может быть добр к тем, кто готов быть частью чего-то большего. Они идут вперед вместе, к горизонту, где небеса становятся светлыми, а улицы — теплыми. Щенок понимает, что стал частью стаи не потому, что он силен, а потому, что его приняли такими, какие он есть, и показали ему, как жить в мире, где взаимная поддержка спасает не только от голода, но и от одиночества. И когда оканчивается путь этого дня и начинается следующий, щенок смотрит на мир с благодарностью. Он знает, что в этом мире есть место теплу, дружбе
и взаимной защите. Он благодарит серую собаку за ее мудрость, благодарит стаю за то, что приняла его, и благодарит себя за смелость двигаться дальше. Он больше не один. Он стал частью большого и звучного голоса, который зовется семьей. И в сердце его зажигается маленький огонек, который будет жить, пока светятся звезды над дорогой, по которой они идут. Конец пути пока не виден, но он больше не боится конца. Он знает, что стая продолжит путь, и что они найдут новые укрытия, новые источники пищи и новые возможности для того, чтобы жить и расти вместе. Щенок чувствует, как тепло и доверие наполняют его грудь, как новый дом становится реальностью. И где бы ни зашел рассвет, перед ним будет только дорога, ведущая вперед, к жизни, где он не один, а часть целого, стаи, которая стала его семьей, его домом и его будущим.